Сегодня я хочу рассказать вам просто невероятную историю, которая произошла около числа лет назад и буквально в считанные дни облетела весь мир и покорила сердце миллионов людей. Адри была самой обычной женщиной, которая очень любила детей и самостоятельно воспитывала своих деток. Она старалась, как и любая другая хорошая мама, сделать так, чтобы ее дети ни в чем не нуждались, а поэтому работала на 2 работах и всегда покупала детишкам все самое лучшее. У Адри были большие планы на жизнь и мечты. Как и любая женщина, она представляла, что спустя много лет будет играть со своими внуками и радоваться жизни в кругу большого количества улыбок и детского смеха. И, наверное, друзья, так бы все и было, но в конце числа года, проснувшись утром, она почувствовала себя плохо. Адри решила остаться дома на несколько дней и не идти на работу, списывая все на простую усталость, но спустя число дня легче не стало, и она обратилась в больницу. Врачи сказали, что требуется более глубокое медицинское обследование и придется провести в больнице несколько дней. Так уж получилось, что детей было просто не с кем оставить, а поэтому, когда в дверь соседки Тиши постучалась Адри, которую связывало лишь поверхностное знакомство, и попросила Тишу приютить у себя на ночью 3 детей. Женщина немного удивилась, однако, будучи сама матерью 5 детей, она сразу же согласилась, тем более, что соседка объяснила, что она вынуждена провести ночь в больнице в целях обследования. В тот момент Тиша даже не подозревала, что вскоре ее жизнь кардинально изменится. На следующий день Адри вернулась домой совершенно убитой горем. Было видно, что она очень расстроена, но ничего не говорила. Тиша понимала, что что-то не так, а поэтому, усадив соседку себя на диване, она решила выяснить, в чем же причина. И, как окажется, дальше этот день навсегда перевернет всю ее жизнь. Выяснилось, что врачи обнаружили у Адри рак желудка число степени, и, по их словам, матери-одиночки оставалось немного. Новость была просто ужасной, и в один миг она перевернула жизнерадостной женщины. Адри понимала, что ее дни сочтены, но больше всего беспокоило не собственное будущее, а судьба 3 детей. И когда буквально за несколько дней до того, как Адри не стала, она попросила Тишу с мужем стать опекунами для ее малышей. Для Тиши же эта просьба была как гром среди ясного неба. Тиша, которая сама выросла в детдоме, как никто другой, знала, что же еще предстоит пережить детям после смерти родной мамы. Она уже успела даже немного проникнуться любовью к твоим чужим малышам. К тому же ее детей и дети Адри уже подружились между собой. И даже несмотря на то, что семейство Башенин не отличались зажиточность, их дом и без того едва вмещал 7 человек, но все же Тиша не ответила отказом. Она обняла Адри и сказала, что ей нужно поговорить с мужем, ведь именно он в одиночку, чем не все семейство на своих плечах. Но, услышав о такой просьбе, мужчина лишь присел и спустя несколько секунд сказал: «Пока у меня есть силы, и я не позволю оказаться этим детям в детдоме. Я сделаю все, чтобы они были счастливы». И так уж получилось, что после этого разговора буквально через несколько дней Адри сгорела от страшного недуга, а супруги Башенин пошли на отчаянный шаг. Они усыновили всех ее детишек. От первого их знакомства и до этого дня прошло всего больше месяца. Так из 2 семей получилась она большая. Новые родители окружили приемных малышей неимоверной добротой, заботой и поддержкой, а их дети охотно поделились своими спальнями, гардеробными и ванными комнатами с новоиспеченным и сестрами и братом. Однако все понимали, что жить в такой тесноте семейству было не очень комфортно. В частном доме не могло быть и речи о личном пространстве. Кто-то спал на кухне, кто-то в коридоре, а кто-то и вовсе на полу. Но даже несмотря на все это, в доме царила любовь и забота. Тиша и ее муж не разделяли детей на своих и приемных, все они были одним единым организмом. И, наверное, друзья, на этом история могла бы закончиться, если бы в один прекрасный день в дверь Тиши не постучали. Как оказалось, узнав историю этой героической женщины из социальной сети, а также получив множество писем от соседей, местный телеканал решил, что не может остаться в стороне, не посчитал нужным сделать сюрприз этой огромной семье. Башенины давно мечтали разделить одну детскую на 2 небольшие спальни, а также сделать ремонт и купить новую мебель для деток, и телеканал вызвался им в этом помочь.
Продюсеры так прониклись поступком Тиши и ее мужа, что решили на несколько дней семейство поселить в отеле, а в это время в их доме закипела работа. Конечно, установка этой стены дело не ограничилось. Лучшие дизайнеры-инженеры разработали совершенно новый интерьер дома, в котором нашлось место для каждого. Переоборудование дома заняло чуть меньше месяца, и когда семья вошла в обновленное жилище, у них просто пропал дар речи. Даже в самых смелых своих мечтах машины не могли представить себе такого. Конечно же, это был трогательный момент. Малыши плакали от счастья и не могли нарадоваться своим новым спальням. А родители героя восхищались функциональной гостиной и кухней. Кроме этого, в доме была установлена вся новая мебель, а пространство разделено на несколько живых зон. Но думаю, как вы уже поняли, и это было далеко не все. Поступок родителей был настолько высокооцененный обществом, что кроме ремонта в их доме телеканал также подарил семейству годовой сертификат на бесплатную покупку продуктов для всей их семьи. А после того, как родители уже не находили себе места от счастья, случилось то, чего никто не ожидал. Ведущая достала небольшую коробку и вручила ее старшему числолетнему сыну, и когда он ее открыл, то не поверил глазам. Там находился зачек на огромную сумму, которую выделили на приобретение собственного жилья для старшего парня. Но и это, к слову, было не все. На этой трогательной ноте семейство попросили выйти на улицу, где возле дома их уже ждал еще один подарок, а именно большой семейный автомобиль, на котором они теперь смогут ездить все вместе. От увиденного Тиша не смогла сдержать слезы. Она сказала, что им очень повезло и что они не сделали ничего такого особенного. Но вот люди посчитали иначе. Когда супруги Башенин взялись приютить у себя троих осиротевших малышей, они и думать не могли ни о какой личной выгоде, и именно эта самоотверженность и расположила к ним людей. Все эти подарки были закуплены на пожертвования простых горожан, а также деньги меценатов, ведь все без исключения восхищаются их поступком. Сейчас огромное семейство живет в новеньком доме и ни в чем не нуждается. Родители планируют съездить всей семьей на новой машине к океану и немного отдохнуть, после чего им еще предстоит много дел. Ветер в семье — их число человек, а это значит, что впереди еще много работы. Как говорят местные жители, поступок этих людей нельзя оценить просто деньгами. Каждый хотел им помочь, ведь они действительно достойны этого. Вот такая вот история, друзья. Пишите свое мнение. А как вы расцениваете поступок пары? Также не забывайте подписываться на наш канал, и до скорого, пока.